Доброе утро. Я сотрудник Института проблем экологии и эволюции Академии наук России. И я сегодня по приглашению Дарвиновского музея включился в этот формат утреннего отбора и расскажу вам про наши работы, связанные с гигантской или исполинской китайской саламандрой. И вот тот звук, который вас разбудил, это как раз звук исполинской китайской саламандры, который мы записали в августе 2016 года на ферме по искусственному разведению этих саламандр. Вот за моей спиной скелет японской исполинской саламандры, но она тут не самая большая, они бывают больше. Так вот, те исполинские китайские саламандры, которые вот на этом нерестилище, но они раза в два побольше. И интересовал нас, в общем-то, не звук, нас интересовали электрические импульсы этих животных, и это связано с проблемой, которой мы занимаемся, проблема восстановления эволюционной истории электрических рыб или головоломка Дарвина. Как-то больше 2 лет назад на YouTube-канале Дарвиновского музея я про эту проблему что-то рассказывал, можно как-нибудь продолжить этот разговор. Нерестовое хозяйство выглядит вот таким вот образом, и по вот этим зеленым газончикам, которые между каналами, лучше не ходить, не потому что траву жалко, потому что можно провалиться, под ними такие норки, где вот прячутся днем эти самые китайские саламандры, а вечером они выходят в этот канал погулять из норки в норку. И в нерестовый период они в этих норках не рестятся, откладывают икру и так далее. Первый раз исполинскую китайскую саламандру я увидел в провинции Хунань. Нас привезли на вот эту ферму по разведению исполинской китайской саламандры и показали вот туннели, которые выбиты у подножья горы в отдельных таких бетонных боксах, мимо которых течет подземная река, у которой зимой и летом примерно одна и та же температура, около 18 градусов, вот содержатся по одной эти исполинские саламандры, и вот живут они в основном в воде. В природе они живут в пещерах, в темноте, и я подумала, уж не наши ли это клиенты? Чего бы им не пользоваться электричеством в их жизни? Я знал, что у хвостатых амфибий, в принципе, обнаружена электрорецепция. И при первой же возможности, как только оказался доступ к интернету, я полез в интернет посмотреть, работали ли непосредственно на исполинских китайских саламандрах. Оказалось, что да, работали морфологи, физиологических и поведенческих работ не было, но морфологи нашли, что там, да, есть рецепторы, похожие на ампулярные электрорецепторы. И стало интересно, а может быть, это действительно какая-нибудь все-таки слабоэлектрическое животное, потому что всегда вызывало недоумение, почему электрическими бывают только рыбы. Ну, нету в них чего-то такого принципиально отличающего их от амфибий. И в составе вот тогда той группы, которая была в провинции Хунань, был наш китайский друг, профессор Харбинского инженерного университета Сюэ Вэй. Я говорю: Вэй, а хорошо бы проверить эту саламандру, не является ли она электрической, не генерирует ли она электрические разряды. Ему эта идея понравилась, и спустя пару месяцев он написал, что он решил организационные и финансовые проблемы, и он готов пригласить нас в Китай. Причем я могу позвать еще кого-нибудь, и я позвал нашего коллегу, ведущего специалиста по электрическим рыбам, Владимира Давыдовича Барона. К самой идее съездить в Китай он отнесся крайне позитивно, а к гипотезе о том, что саламандра может оказаться электрической, с нескрываемой такой иронией. Ну, вот мы прилетели в Харбин, оттуда в Сиань, оттуда на машине в уезд, который называется Луянь, что-то такого типа, если я правильно выговариваю. И там, в горах, вот нам показали эти искусственные нерестилища. Дальше мы переехали в город Хаджонг, где было такое место, где вот этих искусственных маленьких саламандр доращивают до товарного размера. Там были, значит, саламандры этого года, 2-летки, 3-летки, дали нам возможность разместить аппаратуру. И вот на этих 3-летних саламандрах к концу дня, вот когда уже казалось, что нет, не подтвердилось, вот мы начали регистрировать эти электрические разряды и зарегистрировали их какое-то достаточное количество. И оказалось, что да, все-таки вот эта гипотеза, ну, оказалась правильной.
И позже мы втроем, значит, с Сеевой, Барон и я, мы опубликовали в докладах Академии наук статью про разряды у исполинской китайской саламандры. И, ну, доклады Академии наук – это по своему статусу такой журнал, который как бы для фиксации приоритета. То есть это предварительное такое как бы заявление, что вот у нас была такая гипотеза, похоже, что она подтверждается. Мы забили флажок, мы обозначили полянку. А дальше эту полянку нужно обживать. Дальше вот на вопрос, что мы уже доказали, что саламандра электрическое животное. Нет, не доказали. Это как бы начало пути. Но мы включили саламандру в список кандидатов вот в этот элитный клуб электрических рыб. Ну, надо сказать, во-первых, что все электрические рыбы, даже те, которые нам сейчас кажутся, ну, бесспорно электрические, какие-то могли быть сомнения, проходили через стадию, когда были авторитетные специалисты, которые категорически возражали против того, чтобы их признать электрическими. И только там на основе проведенных экспериментов или каких-то теоретических вещей, ну, чаще экспериментов, удавалось снимать эти вопросы, удавалось снимать эти возражения, так что рыб включали в список электрических. И вот перед саламандрой не так много кандидатов в этот список. Это некоторые слабоэлектрические самы, вот которых мы считаем слабоэлектрическими, это полиптерусы и протоптерусы. И вот разряды гигантской китайской саламандры, они очень похожи на разряды, которые мы регистрируем от протоптерусов. Ну и дальше очевидно, что есть множество вопросов, и первый вопрос, который, безусловно, будет много раз задан с такой ехидной интонацией: а почему вы так уверены, что это действительно специфические, специализированные разряды, а не артефакт? Ну, дернулась саламандра, там мышцы сократились. Всегда мышечное сокращение сопровождается электрическими разрядиками. Для этого есть специальный термин – электромиограмма. Ну, почему вы считаете, что это не миограмма? Вы уверены? Вот да, мы уверены. После этого было еще 2 экспедиции у нас. Вот если в первой экспедиции мы работали на молоде, то во второй и в третьей мы работали на взрослых особях, вот непосредственно на нерестилище. И, скажем, у нас был такой эксперимент. Мы размещали пластиковый такой короб в ручье, где живут эти саламандры, помещали внутрь короба на дно электродную решетку, с которой регистрировали электрические потенциалы, сверху помещали саламандру, это все было в воде, сверху еще видеокамеру, и дальше делали то, что называется механическая стимуляция. Ну, правда, саламандра все время норовила из этого короба вылезти, но время от времени она успокаивалась, и вот когда она была неподвижна, ее палочкой щекотили, это очень хорошо получалось у участника экспедиции профессора Александра Аванесовича Касумяна. Вот, и мы наблюдали все 4 типа реакции. То есть, когда щекочет, она никак не реагирует. Когда щекочет, она вздрагивает и не дает разряду. Когда щекочет, она и вздрагивает, и отплывает, и дает разряды. И, наконец, когда она совершенно остается неподвижной, но при этом дает разряды. И вот то, что неподвижная особь дает электрические разряды, это хороший аргумент в пользу того, чтобы ее там, в конце концов, может быть, и включить в список электрических животных. Потому что одной из главных отличительных особенностей электрогенераторной ткани специализированной от мышечной является вот утрата вот этой сократительной функции. Там вот этот сократительный аппарат как-то уже внутри нее после трансформации исчез. Ну, к сожалению, нам не удалось выполнить те 2 задачи, которые мы себе ставили, ну, ту главную задачу, которую мы себе ставили в этих 2 экспедициях, это посмотреть, что делается с электричеством у этих саламандр во время спариваний. То есть там во время спаривания самец охватывает самку, вот рыба вступает, вот эти саламандры вступают в амплексус, и вот сопровождается ли этот амплексус электрическими разрядами. Это нам было интересно в связи с тем, что вот для клариевых самов мы установили, что в такой ситуации спаривание сопровождается специальной пачкой электрических разрядов. Теперь я бы хотел несколько слов сказать про
соотношение работы в экспедициях и работы между экспедициями. Ну, со времен Дарвина вот все исследования, связанные с эволюционными делами, они, как правило, очень сильно завязаны на экспедицию. И понятно почему. Вот нас интересует эволюционная история электрических рыб, и мало шансов, что нам поможет палеонтология. Ну, вряд ли кто-то найдет какие-то останки электрического органа древнего предка, скажем, сильно электрического сама. Да и нашел бы, а что с ним делать. Нас интересует не только структура, нас интересует механизмы, нас интересуют функции. И поэтому вот подход Дарвина состоит в том, что можно заменить историю географией и биоразнообразием. Что, а давайте посмотрим разных родственников, близких и дальних этого электрического сама, а вдруг у них есть что-то, что можно предположить аналогично вот этим промежуточным формам становления его эволюции. И поэтому, чем больше мы знаем вот этих животных с какими-то необычными проявлениями электричества, тем более детальную можно построить цельную картину. Поэтому работы наши проводились на разных электрических рыбах и, соответственно, в разных регионах, там, где они обитают. Скажем, ромботелых скатов исследовали на Черном море и на Баренцевом море, звездочетов на Черном море и во Вьетнаме, слабоэлектрических самов в Эфиопии. Вот пока есть только один вид пресноводных рыб, от которого мы зарегистрировали электрические разряды, это амурский сом, по названию понятно, где он обитает. Эксперименты мы проводили на озере Ханка. Исследования вот эти по участию электрических разрядов в нерестовом поведении клариевых собов мы проводили во Вьетнаме. Сейчас нас очень сильно интересует Китай, не только саламандры, но и рыбы. И, казалось бы, вот вся работа, она всегда сопряжена именно с экспедициями, там получаются новые научные результаты. И что делается между экспедициями, вот, на мой взгляд, мне кажется, что в той области, которой я занимаюсь, в электроэкологии, это очень важный, очень ключевой вопрос, потому что между экспедициями делаются научные инструменты. Вот чем изучать электрических рыб? И этот вопрос очень острый. Дело в том, что ключевые вопросы – это всегда для чего это надо. А чтобы выяснить, для чего это надо, нужно проводить поведенческие эксперименты. И большинство поведенческих экспериментов строится на том, что мы используем свои природные органы чувств. Мы видим, мы слышим, и мы аппроксимируем то, что мы видим, то, что мы слышим, на тех животных, которые мы их исследуем. И значимость тоже, мы, как бы свою оценку значимости мы аппроксимируем на этих животных. Вот мы лишены от природы электрического органа, он нам не нужен. Мы считаем, что мы не испытываем никаких неудобств, у нас нет электрического органа. И мы, соответственно, думаем, ну и животным он не особо нужен. Мы лишены от природы электрорецепции, ну и животным, а зачем им электрорецепция? И когда мы изучаем электрических рыб, то вот большинство экспериментов построено на том, что опускаются два больших электрода в воду, они через усилитель подаются в старое время на осциллограф, в новое время через АЦП на компьютер, это тот же осциллограф, только по-другому устроенный. И смотрим на эти осциллограммки и считаем, что мы по ним поймем, для чего вот эти разные электрические вещи рыбам. А у них есть природная сенсорная система, у них есть электрорецепция. Это очень богатая природная система. Скажем, у нильского слоника, допустим, на теле около 10 тысяч электрорецепторов трех функциональных типов. И он строит такие трехмерные электродинамические образы того, что происходит вокруг него. И он различает там гимкостные и амические стимулы. То есть это богатое восприятие. А вот то, что мы меряем, это все равно, что оценивать возможности зрения с помощью фототурникетов метрополитена. То есть если бы у людей, которые занимаются электроэкологией, был искусственный электрический глаз, была какая-то системка, которая позволяет видеть картинки полей вокруг рыб, то, что происходит в аквариуме или то, что происходит в природе, то, конечно, наше представление о роли электрических полей в жизни всех этих водных животных, они бы в гораздо большей степени возросли.
И вот сейчас мы заняты главным образом вот созданием такого рода электрического глаза. Ну, можно, в принципе, как-нибудь рассказать о том, что делается в этом плане за рубежом. Но на самом деле такой аппаратуры пока нету. И вот это очень сильно сдерживает прогресс в области электроэкологии. Ну и я хотел бы еще вернуться к исполинской китайской саламандре, к провинции Шэньси, и рассказать историю, что там с ними происходило. В 2015 году вышла работа английских и китайских исследователей, там большой коллектив авторов, очень ясно написанная работа, она доступна для скачивания. Я могу в комментариях к ролику дать ссылку на эту работу. И там рассказана история, как все, вот, что делалось с исполинской китайской саламандрой в провинции Шэньси вот, как бы, за последние десятилетия. До конца 70-х годов местные жители не употребляли саламандру в пищу. Они считали, что это грязное животное, что оно приносит несчастье. И как бы, когда были времена культурной революции и было голодно, то саламандра получила название, которое говорит само за себя: «свинья не ест». Но потом в провинцию стали приезжать люди из южных провинций, а у них саламандра считается мало того, что деликатесом, то у нее какие-то то ли ритуальные свойства, то ли какие-то очень полезные для здоровья свойства. То есть это ценные объекты, они стали саламандру покупать. Покупали они ее сначала задешево, там меньше юаня килограмм. И этих саламандр в горах было как лягушек в лесу. А потом к этому делу подключились власти, взяли под свой контроль и покупку, и сбыт. И взяли не для того, чтобы защитить саламандру, а наоборот, повысим добычу, повысим сбыт, обеспечим страну саламандровым мясом. И вот местные жители провинции, они жаловались нам, что когда ловили саламандру, применяли какие-то потравы и потравили мало того, что всю саламандру, так еще всю рыбу в реках. И я думал, что это какие-то браконьеры, оказалось, что нет, это были инструкции со стороны властей, что давали какие-то специальные химикаты, чтобы саламандры были в таком полуобморочном состоянии. И их можно было вот такими полуживыми доставить от места отлова к месту конечного сбыта. И понятно, что очень быстро саламандры не стало от слова вообще. И тогда стало выгодно ее искусственно выращивать. И в 1994-1995 годах начали появляться первые фермы по искусственному выращиванию саламандры. Их становилось все больше и больше. Вот в этой статье есть такая табличка, в которой указано как год получения лицензии, объем вложенных инвестиций, численность персонала, численность особей производителей и сколько выращивалось саламандры. И видно, что вот этот бизнес рос просто вот так вот экспоненциально. Особенно вспышка там 2004, 2005, 2006 год, когда в 3 раза увеличилось количество ферм, и это понятно почему. Вот саламандра достигает половой зрелости где-то в 5-6 лет, а производитель это лет 10. Как раз с 1994 по 2004 вот эти искусственные инкубаторские саламандры доросли уже до такого возраста, до такого размера, что их можно было вовлекать вот в эти производители. И ажиотаж вокруг этой саламандры был довольно большой. Но считалось очень такое ценное животное, очень редкое. И, скажем, когда мы были в провинции Хунань, там мы устроили банкет, и нас угощали саламандрой, и сказали, что килограмм саламандры стоит 20 000 юаней. Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает. Учитывая, что юань – это 10 рублей, 200 000 рублей килограмм. Ну, я решил, что уж сильно приврали. Но вот в этой статье указано, что цены на саламандру там
4-летнюю, это примерно такая, как нас угощали, это примерно 1500–2000 юаней за штуку, и штука там меньше килограмма. Это тоже 15–20 тысяч рублей, не сказать, чтобы мало. Причем это северная провинция, где традиционно к саламандре относились с пренебрежением, а Хунань сильно южнее, то есть там цены могли быть и заметно выше. То есть не так уж и наврали. Но потом вот в этой статье говорится, что вот этот бизнес, он носит характер пирамиды, и он экономически нестабилен. То есть стали ориентироваться не на то, чтобы продать саламандру конечному какому-то потребителю в рестораны, а на то, чтобы продать соседу, чтобы он организовал фирму. Тот продает соседу, чтобы тот организовал фирму. И было понятно, что это вот-вот лопнет. И статья вот эта 2015 года, а в 2017 году мы увидели, что действительно этот бизнес резко обвалился, а объем его был очень высокий. То есть в некоторых уездах в этот бизнес было вовлечено до 70% населения, и он составлял такую заметную долю от общего бюджета провинции Шэньси, а это серьезная провинция, то есть столица провинции Шэньси – это Сиань, древняя столица Китая, вот там рядом как раз эта терракотовая армия, то есть очень большие объемы. И вот это все рухнуло, и то, что все это рухнуло, это может быть очень хорошо для природной популяции. Потому что исходно предполагалось, что природную популяцию сильно очень изничтожили. И власти полагали, что ее можно восстановить за счет вот этого вот бизнеса, что будут выпускать культивируемых саламандр на волю, и они восстановят эту численность. Но и там даже, когда предоставляли лицензию, одним из условий было, что 13% выращиваемых особей выпускаются на волю. Но при этом не было предусмотрено ни внутреннего, ни внешнего контроля. То есть, какую саламандру выпускают, больную, убогую или там здоровую, и что с ней будет, не отловят ли ее через 100 метров от того места, где ее выпустили. Кроме того, вот эти хозяйства, из-за плотной посадки там стали гулять болезни, которые характерны для вот искусственного воспроизведения, и вот эти болезни шли в природу. Ну и сточные воды с этих ферм по выращиванию, их сливали в естественные водоемы, что тоже, конечно, загрязняло среду. И то, что вот этот вот весь бизнес рухнул, это вот я говорю, что это хорошо, потому что если снова восстановится такое безразличие людей к саламандре, если снова они будут думать о том, что эта свинья не ест, то природа свое возьмет, естественный отбор там справится и с болячками, и с уродами, и как-то популяция восстановится. Ну и последнее, что я хочу сказать по поводу того звука, вот, который вас разбудил, вот, который мы записали. Этот звук мы записали в воде с помощью гидрофона. Ушами на воздухе его не слышно. Но одно из названий саламандры – это ваваю, что в переводе означает «рыба-ребенок». И это название взялось из-за того, что когда саламандру ловят, она издает такое что-то похожее на детский крик. Вот мы сами этот крик не слышали, но мы сами не пытались саламандру ловить. Это такое кусачее животное, сильно кусачее. Главное, когда она кусает, она еще проворачивается, так что ей скусить палец – это секундное дело. Вот. Но раз это говорят, то, значит, скорее всего, кто-то этот звук, может быть, уже записал, скажем, на мобильный телефон и выложил в интернет. Так что не удивляйтесь, если в какой-то другой передаче утреннего отбора вас разбудит крик, похожий на плач ребенка, а потом вам скажут, что это был крик исполинской китайской саламандры. Всем приятного дня. Будем надеяться, что такие замечательные, экзотичные, очень интересные животные, как китайская саламандра, вот, возродятся, и не только они. А зачем всем приятного дня, если мы сейчас пойдем смотреть чучело? Спасибо. Вот она ваша. Да, вот она. Но вот это взрослая. Поскольку она японская, она меньше китайской, ей, наверное, лет 10. То есть вот китайская такая была бы лет 7. Это та же самая саламандра, скелет, который находится в экспозиции. Спасибо.
Не знаю, папа, ты держал саламандру в руках? Да, конечно. Ну, отличается эта саламандра? Не знаю, это, ну, как бы, та такая, немножко, у нее слизь, и эта слизь, она очень целебная. Вообще, я боюсь, что снова саламандры войдут в моду из-за того, что обнаружится, что они для фармакологии очень даже. Вот. То есть в интересах саламандры, чтобы ее считали бесполезной, и вот эта свинья не ест, а если снова найдут применение, то это, конечно, опять будет повод для того, чтобы ее стало меньше. Лекарства из саламандры, они для омоложения кожи, вообще для омоложения, а местные говорили, не-не-не, ничего не знаем. Чего я не знаю, это в какой степени у них это, регенерация. Регенерация, да. Да. Потому что, когда саламандрята вот такие маленькие, они очень кусачие, и они у друга эти лапки откусывают только так. И, по-моему, я видел, что вот саламандра, вот все лапки нормальные, а одна такая вот маленькая и хиленькая. Вот, наверное, так же у вас, да, что ее откусили, и она отрастает потихонечку. Тут есть еще один момент, ну, я не знаю, я могу его сейчас сказать, может быть, ты монтируешь. Уже после того, как мы обнаружили эти разряды, я перечитал мемуар памяти Лисмана. Вообще, как-то к Лисману довольно плохо относились его коллеги, и нету в английском языке путных статей, посвященных Лисману. Вот только одна статья на смерть Лисмана. И там есть фраза, что Лисман, ну, на старости лет, в общем, он довольно долго прожил, он, значит, умер в 95-м году, а родился в 98-м, значит, ну так, это самое, в возрасте, что он в поздние годы в Шри-Ланке обнаружил электрическую амфибию. И я говорю, ой. А больше ничего нету. А Лисман, от него, он публиковался крайне мало, и, ну, как. И я написал Карлу Хопкинсу и Питеру Муллеру, которые были знакомы с Лисманом, говорю, и чего, может, вы что-нибудь про это знаете? Они написали, что нет, мы про это ничего не знаем. Вот, так что то, что Лисман нашел, это заведомо не исполинская китайская саламандра, потому что исполинская китайская саламандра – это абсолютный эндемик. То есть, кроме как в Китае, она нигде не водится. Более того, ее нету в зоопарках мира. И нет ее в зоопарках мира по такой причине. Ее очень трудно содержать. Вот ее содержат вот в этих подземных пещерах, подземных реках, у которых стабильная температура зимой и летом, и содержат в темноте. И толку-то, даже если бы была исполинская саламандра, допустим, в зоопарке, а зачем она нужна, если посетителей водить нельзя? Ну да, нам в провинции Хунань этих саламандр показали, но мы, в общем, редкие гости, иностранцы, да с нами был местный мэр, и как бы, ну, такая была представительная делегация, и поэтому нас туда провели. Это вот мы одевали такие шахтерские каски с фонариками и смотрели на этих саламандр. Там еще есть такая интересная история, связанная вот с ценами на эту саламандру, что вообще вот этот бизнес, который очень резко растет, он очень быстро становится таким полукриминальным или что, и там всегда такие вот эти, которые хозяева фермы, они такие конкретные ребята, и видно, что у меня, опять же, фотография есть, вот хозяина той фермы, на которой мы работали, и вот как бы то, что случился в 2017 году обвал, цену на вот это, ну и разрушение этого бизнеса, оно немножко отразилось на нас положительно и отрицательно. Отрицательно в том, что на нас стали смотреть с надеждой, ну хоть вы, наука, что-нибудь заплатите. Ну да, конечно. Вот. А с другой стороны, раньше эти саламандровые фермы, поскольку это источник богатства, их как бы защищали такие стены бетонные, наверху колючая проволока, битое стекло, ну то есть охрана серьезная. Вот. И был
практически немыслимо, чтобы вот так вот проводить эксперименты, особенно на нерестилище. Но там, когда вот одна икринка стоила то ли 10 юаней, то ли, ну, какую-то ощутимую сумму, а одна пара дает, ну, где-то порядка 1000 икринок. И если из-за того, что ты туда сунулся с аппаратурой, она перестала нереститься, ты такой серьезный ущерб нанес. А вот в 2017 году, да делайте, что хотите, все равно этот бизнес рухнул, и да хоть режьте. И вот как бы с точки зрения доступности саламандры для науки, особенно вот этой инкубаторской, которая, ну, дикая еще, ладно, она под охраной закона, а вот эта инкубаторская, я думаю, что будет сильно легче проводить на этих особях научные исследования, если надо, там, включая острые физиологические эксперименты, что раньше было бы совсем немыслимо. Сейчас, девушка, сейчас мы тебя выпустим. Подожди, ты будешь жалеть о том, что ты отсюда вылезла. Вон склизи сколько выпустила. Вот склизь вот должна стоить 500 юаней за пузырек, да? За пузырек. Разбавленный еще к тому.